Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. У нас сегодня две колоды. И первая колода – это колода добра. И она нас всех призывает быть добрее к самим себе, к собственной душе, не загонять себя в угол или увидеть какие-то новые возможности. Помним, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И если в какой-то момент у нас не получается достигнуть каких-то своих целей, именно вот таким образом, как мы себе наметили, ну, кто знает, может быть, нам судьба какой-то более удобный вариант предоставит или более счастливый. И я хотела бы вас пригласить в описании под видео, я оставлю ссылки на разные, как и свои статьи, есть у меня на сайте гороскопы планетарные, именно гороскопы, и до конца года даже есть, ну а также плейлисты к разным видео. У нас много транзитов, и это не только октябрь, причем ретроградных транзитов. Планета Плутон, ваш знак, заходит как бы в последний раз и помогает вам расставить что-то по местам. И если для остальных знаков зодиака этот период может быть более турбулентным, поверьте, для вас как раз больше и плюсов каких-то ожидаемо, по крайней мере, планетарно. А мы идем вперед. Давайте узнаем, что для вас подскажут карты. Итак, октябрь. Что придет? А что уйдет? Возможно, это какой-то вопрос, который вам удастся осуществить, решить в течение октября. А что будет продолжаться? Достанем карту «Чем не соблазняться» и на что соглашаться. Что для вас со знаком плюс, что вам в пользу? Чего опасаться? И на колоде Таро 3 главных события в течение октября. Может быть, это сферы жизни или какие-то вопросы, которые вам придется решать. Ну, узнаем. 3 карты достанем и позже раскроем, чем дело кончится и чем сердце успокоится. Первое событие, второе событие и третье событие. Итак, что же придет? Вестник воды. Вы знаете, эмпатия, какие-то приятные эмоции, добрые, как и отношение к вам, так и ваше к человеку. Может быть и подарок. Это может быть карта как предвестник счастья, мои дорогие, или какого-то удачного периода. Почему говорю предвестник? У нас наш вестник воды смотрит, как девушка, на морского конька. Редко достаточно встречающийся символ благополучия и процветания. Именно морской конек. Он у нас еще здесь маленький. Она как будто смотрит в будущее, и она видит, что у нее какой-то план точно получится. Безусловно, поскольку вода, стихия воды, это какие-то приятные, добрые эмоции. Это может быть и вопросы личной жизни, которые вам, может быть, придется в октябре решать, но, в принципе, это как наполненность. Когда более позитивные какие-то моменты, что придет, будут преобладать, мои дорогие, над тем, что вас, может быть, ставило в тупик. По этой карте идет рыцарство, романтика, любовь, мои дорогие, может быть и новое знакомство. Да, по этой карте мы далеко не бежим. Я имею в виду в том контексте, мы еще пока не строим грандиозных планов. Мы как раз даем пространству, Вселенной возможность для нас что-то сделать со знаком плюс, помогать нам. Стараемся увидеть как больше вариантов. Что же уйдет? Тройка земли. Вы с чем-то определитесь. Всегда тройка земли, своеобразная сдача экзамена. У кого-то, может быть, буквально вы сдаете экзамен, и теперь вы уже востребованный специалист. Или мы прежние какие-то знания перекладываем в практику, и теперь можем заработать больше денег. Это правда, какой-то итог вы подводите, но именно для того, чтобы сразу перейти на новый уровень. Это не есть уход чего-то или кого-то. Это ваша какая-то ступенчатая позиция, когда вы понимаете, что да, вот я достиг того-то и того-то, допустим, или я решил какие-то вопросы, и теперь передо мной новые возможности, новые перспективы открываются. Безусловно, это стихия Земли или стихия Пентаклей, поэтому для вас
Это может означать как работа в команде, хотя это в позиции, что идет. Вы можете, к примеру, правда, кто-то за счет образования, например, да, полученного или каких-то навыков новых, вы можете изменить работу. Это вообще мы уже как заложили, я ведь сказала, что переходный период. Но это карта своеобразный фундамент, как и материальный фундамент, который мы заложили, так и прочный фундамент может быть в отношениях. Мы определились, кому мы можем доверять. Это своеобразное объединение с некоторым кругом людей. И вот здесь у вас что-то будет более определенно, для того, что продолжение следует. Что же будет продолжаться? А дальше какой-то своеобразный выбор может быть, или у вас будет как, что будет продолжаться. По тузу воздуха иногда у нас идет информация, или какие-то новости, которые мы слышим. И, кстати, в этой колоде это означает судьба. Поэтому судьба, куда ведь меня заведет судьба? Вот куда-то заведет, мои дорогие козероги, судя по предыдущим картам, вы или даже потому, что я сказала до карт, дайте возможность судьбе проявить самые лучшие свои качества, может быть, или раскрыть ваши таланты. Мы говорим часто фразу «что мне по судьбе?». А ведь, по сути дела, это нужно где-то вспомнить свою мечту, подумать о том, что же вы хотели осуществить, чего ваша душа просит. И здесь будут новые возможности, больше возможностей самореализоваться. И правда, в последующие годы для вас именно, знаете, как свобода, самореализация, новое вдохновение. И вот что будет продолжаться? Будьте чувствительны к тем возможностям, которые к вам приходят. Потому что мы иногда думаем, что ну вот у нас тут сегодня есть возможность, я вот завтра подумаю, а послезавтра я решу. А здесь, скорее всего, вам придется в последующем принимать какие-то однозначные решения. Все же туз воздуха – это у нас еще и карта выбора или выхода из какого-то создавшегося лабиринта. И вот по прошествию вот этого выхода вы или когда вы его совершите, тоже карта переходная, ведь тройка Земли, вы будете, возможно, для кого-то новое направление в работе, для кого-то новое направление в отношениях, для кого-то это может означать вопросы, связанные с вашим домом, с вашим жилищем. Все же у нас рыцарство, романтика, и здесь можно это переложить, ну, где-то и на ваше личное дело, на ваше личное творчество, когда вы именно хотите какой-то проект создать в реальности. Чем не соблазняться, восьмерка огня, не ускорять события, мои дорогие. У нас все идет своим чередом, и верхний триплет об этом нам сказал. Поэтому, может быть, будут такие соблазны что-то сделать быстрее. Но быстрее или в каком-то привычном для вас ритме. Или, может быть, есть конкретное дело, которое вам просто надоело. Какой-то вопрос. И вы чувствуете, я хочу сейчас быстрее с чем-то или с кем-то разобраться. Но все же в позиции чего? Чему сейчас не время? Не время искусственно набирать темп или тормошить, торопить эту судьбу. Пройти тем путем, ну, как складываются у вас обстоятельства. А на что соглашаться? Все то, что я говорила, по десятке Земли это благополучие, радость, возможности, это карта наполненности, это какой-то итог или фундамент, мы сказали с вами, вы уже заложили. И вот это где-то нужно удерживать, достаточно сильная позиция. Это изобилие, благополучие идет по этой карте. Финансовые какие-то, как могут быть и сохранения, или удачные вложения. Хотя больше, это ведь здесь итоговая карта, как я сказала. И это то, что у вас уже проверено. Это не есть какой-то новый проект. Может быть, и есть как раз желание так вот быстро совершить этот переход по тройке Земли. А нам говорят, нет, ты тут не торопись. По этой карте идут также знания, новые знания. Но тогда нужно подумать, как это осуществить на практике. Нет все-таки риска, нет какой-то скорости. Давайте посмотрим, чего опасаться. Понимаете, вот смотрите. Прекрасная карта, десятка пентаклей. Мы про фундамент с вами сказали, что в принципе у вас благополучный период. Но для вас будет
как с одной стороны не соблазниться ускорением решения какого-то вопроса или убыстрением решений, может быть, в ваших отношениях. Хочется все расставить по местам. Так вот, вам нельзя из одной крайности, если мы говорим о восьмерке огня, карта скорости, быстроты, также вам и нельзя впадать в отшельника или что-то тормозить, или искусственно как будто приостанавливать, или самому выходить из какой-то ситуации, замыкаться именно в себе, или, может быть, обособляться. Вот у кого-то и так может проиграться, потому что у вас сейчас все ключи в руках. Опасайтесь, значит, будет и такой соблазн. Временами захочется что-то ускорить, а есть и вопросы, когда хочется закрыться и в этом не участвовать. И тем не менее, время взять этот ключ и открыть, может быть, ту дверь, которую мы еще не знаем. Вот что мы увидим после того, как эта дверь будет открыта. Быть готовым к неожиданностям для вас будет важно, но не соблазняться тем, что хочется где-то отступать полшага назад. Вот, видимо, нет. Вам лучше искусство мелких шагов, но вперед, потому что у вас будет продолжен по тузу воздуха все же какой-то выход из создавшегося положения или ситуации. Важное событие, любовь, правда, все то, что я говорила. Любовь, взаимопонимание, дуальная карта, и это диалоговая форма. Она может сказать, хоть у нас и кубки, безусловно, в первую очередь эмоции, но это еще ведь и карта взаимопонимания, это карта баланса и дипломатии. Поэтому можно перенести и на деловую сферу. Но, видимо, в целом возможность любой вопрос решить, мои дорогие, в Козероге, или со всеми договориться – или обустроить свою личную жизнь. Особенно для тех, кто один или одна, очень благополучный период октября может быть. Но вы не должны впадать в этого отшельника буквально. Чем дело кончится? Свои намерения, свои цели, хотя у кого-то это просто может означать человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Или человек имеет там асцендент, не всегда мы это знаем. Это очень притягательная персона. По королеве жезлов идет. Это та, с которой хочется общаться. Хочется ее узнать так поближе. Хочется просто даже дружба. Здесь может быть какая-то дружба, если мы перекладываем на бизнес, на работу, на какие-то партнерские отношения. Но будьте внимательны. По королеве жезлов вам никогда не скажут, что же думают на самом деле. Королеву жезлов научила судьба где-то хранить тайну, правильно работать, вот как раз с теми новостями, которые приходят на ее порог, и не рисковать финансово. С одной стороны, мы можем, как для вас, рассматривать такую энергетику, чем дело кончится, как будто такая энергетика для вас более предпочтительна. И правда, тут и со всеми договориться можно и просчитать какую-то финансовую сторону дела, так и правильно работать с информацией. И я хочу добавить, что если вы сталкиваетесь с таким, допустим, человеком, это не потому, что от вас кто-то искусственно скрывает. Вы никогда можете не догадаться. Такой тонкий нюанс о человеке, как много им пройдено дорог, еще больше сделано ошибок, и его именно судьба или прежний опыт вынуждает какую-то историю не торопить. Присмотреться. Чем же сердце успокоится? Вот опять о судьбоносности нам говорят, и это 20-й старший аркан, карта возрождения, карта избавления от боли, карта избавления от страданий, какой-то душевно теплый, дружественный союз и одновременно чувственный у вас может состояться, правда. А у кого-то это может быть какая-то вопрос или ситуация по работе, которая затянутая, сложная. Здесь тоже может подойти к итогу, и будут новые как раз возможности. Пусть не в этой колоде, а вот как раз в колоде добра 20-й старший аркан называется карта «Зов». И по ней истинный успех проходит. Поэтому вот все то, что я говорила по всем абсолютно картам, вы как в моменте перехода к будущему успеху, к возможностям. Не упустите, как и по личной жизни, так и по работе. Правда, к успеху. Правильность моих слов говорит карта Солнца. И я сделаю следующим образом. Я не буду говорить или доставать
предвосхищать события, чем дело кончится и чем сердце успокоится. Раньше, когда выпадала карта Солнца, вообще останавливали всяческие прогнозы и гадания. Да, я единственное, что добавлю. У вас может быть очень судьбоносный период, за счет чего? Что в этот период, осенний, может быть, или начиная с октября, вы словно закладываете не просто вот тот фундамент, нам ведь об этом сказали, тех дел, которые вы уже совершили, а вам это нужно перевести в новую плоскость или действительно перейти на новую ступень. Почему? По карте Солнца это карта выбора правильного направления. И если мы говорим о дистанции, последующие 6-8 месяцев для вас будут архиважны. Вы что-то должны сделать для самих себя, как для своего Солнца, что-то очень положительное. Но, безусловно, карта радости, каких-то возможностей. Поэтому, мои дорогие козероги, планетарно ведь то это тоже где-то так же. Поэтому с чем-то вы будете еще определяться. В каком-то вопросе, может быть, даже сложном, вам придется все расставить по местам. Но помните, что это вас, судьба вас так ведет. Поэтому где-то не противьтесь. Как и не уходите в отшельника, в очередной раз повторю, так и не ускоряйте какие-то события. Третье важное событие. Вот я смотрю, посмотрите, двойка кубков, солнце, король кубков. Это близкие люди проходят. Для тех, кто один или одна, изменить вот это одиночество. Если вы к этому готовы, если вы действительно этого хотите. Потому что когда мы хотим, мы словно какие-то предпринимаем все-таки действия, чтобы помочь судьбе, познакомить нас с кем-то, или чтобы состоялось это знакомство. Кто знает, может быть, эта карта Солнца говорит о том, что даже для тех, кто, опять же, сейчас в сольном варианте, если ты изменишь свою какую-то тактику, стратегию, то у тебя состоится в последующем это знакомство. У кого-то может и в октябре. Может быть и такой вариант, когда недавний ваш знакомый, у нас начался наш расклад с Вестника Воды, вполне вероятно, станет вашим спутником надежным, другом, помощником, тем человеком, который вас чувствует, который готов взять за вас ответственность. И где-то и вы будете за него тоже готовы взять эту ответственность. Люди на одной волне, какой-то союз. Для людей семейных это какой-то новый период ваших взаимоотношений, может быть, с большим пониманием, у кого сейчас все хорошо. Или, допустим, вы вместе проживаете, но уже задумываетесь о том, чтобы в более серьезную плоскость перевести ваши отношения. Но, повторюсь, не торопитесь, всему свое время. Безусловно, третье событие может и означать король кубков. Он умеет правильно распределить свои энергии, и он не смешивает чувства и материализм. Где-то вам об этом тоже говорят, вам придется не смешивать что-то. И праздник вам обеспечен. У вас очень сильная позиция. Карта мага, карта праздника. Правда, нечего добавить. Но чем же дело кончится? Как будто вам только стоит захотеть. И маг, он действует очень осторожно. Здесь, правда, нет и спешки какой-то, так и нет форсирования. Здесь больше мы взаимодействуем с той обстановкой, которая есть, которая складывается. Аккуратно как-то, незаметно влияем, корректируем что-то. И тогда праздник обеспечен. Чем дело кончится? У кого-то это может быть четверка бичей, кстати. Говорить отчасти, что были отношения на паузе или что-то не развивалось. А здесь как раз может, с учетом всех карт, какой-то человек вернуться в вашу жизнь. И планетарно же как раз тоже такое может быть в связи с тем, что Плутон заглядывает, последний реверанс делает в вашем знаке, именно для того, чтобы то, что должно быть продолжено, пусть в каком-то новом контексте или ключе, так вот оно продолжено было. И поэтому какая-то прежняя пауза в отношениях, например, может получить новое развитие, как отношения, так и больше взаимопонимания. Для кого-то из вас, мои дорогие,
может быть тот вопрос, когда вы, допустим, вопросы по здоровью личному прежде либо проходили курс лечения, либо проходили обследование, были какие-то неопределенности, и тогда для вас, к примеру, будет уже понятно, как диагноз, да, как действовать, как лечиться, какие процедуры проходить. И помните, что в ваших силах сейчас сделать словно невозможное. И какой бы ни был сложности диагноз, вы как будто на выздоровление. Вы, ну, у вас, может быть, даже, знаете, есть некоторый такой момент, как посыл. Вы словно не случайно с чем-то сталкиваетесь. Правда, мы с болезнями это тоже иногда они нас учат быть внимательным к собственному здоровью, не затягивать какие-то рутинные обследования, не оставлять себя на потом. Какие-то выводы вы можете сделать, но то, что будет улучшение, это однозначно. То есть вот перекладывайте на себя, у каждого своя ситуация, но магия. Чем сердце успокоится, мои дорогие, не успокоится, дальше еще какие-то добрые перемены. И тут действительно вы должны вот этот фундамент упрочить, потому что даже какие-то вопросы, которые прежде, как я сказала, на паузе, или то, что была какая-то неразбериха по четверке вообще мечей, мы приводим мысли в порядок, мы что-то может быть, детально для себя обосновываем и делаем выбор в правильности наших дальнейших действий. У кого-то это может совпадать как раз с ожиданием, к примеру, по документов или выбора направления. Буквально у кого-то может быть переезд, поскольку у вас идет карта колесница, но это добрая карта, и она где-то подтверждает карту 20-го аркана, если мы перекладываем на значение карт добра вот этой колоды. Тут действительно события какие-то счастливые у вас на пороге. И все ведет к успеху. Но не успокаиваться. Не получается сердцу вот так вот сказать, что ну все, я теперь расслаблюсь. Нет. Да и карта-то туз воздуха нам тоже сказала, что еще в последующем, как продолжаться что-то будет, какой-то выбор вам придется делать. Но у вас все стихии в руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.